Честно говоря, я больше не собирался хоть что-нибудь снимать про камеру DJI Osmo Action 3. Но оказалось, что мало кто знает, а кто знает, не особо распространяется о том, что DJI Osmo Action 3, начиная с первого поколения и третье включительно, не умеют снимать длинный видеоролик одним файлом. То есть, если нажать кнопку записи и снимать, к примеру, 10-минутное видео в 4К 30 кадров в секунду, то на выходе ты не получишь один видеокусок продолжительностью 10 минут. Ты получишь два видеоролика. Один продолжительностью 5 минут 29 секунд, второй 4 минуты 31 секунду. Непрерывная 15-минутная видеосъемка в 4К 30 кадров в секунду будет разделена на 3 видеоролика. 20-минутная видеосъемка будет разделена на 4 коротких видеоролика. Чуть лучше обстоят дела, если снимать в 2,7К 30 кадров в секунду, тогда длинное видео будет разделено на более длинные видеоролики, продолжительность которых будет составлять приблизительно 9 минут 30 секунд. А самые длинные видеокуски продолжительностью 22 минуты ты получишь, если видеосъемка будет вестись в 1080 30 кадров в секунду. Должен заметить, что нет четкой закономерности, на какие именно куски по времени будет разбито ваше длинное видео. Я привел среднее значение, исходя из своих тестов. Любой, кто хоть чуть-чуть знает, что такое видеомонтаж, скажет: ну и в чем проблема? Берешь все эти видеоролики, закидываешь в видеоредактор, склеиваешь, и все тип-топ. Не могу поспорить, я так и делаю. Беру все эти видеоролики, закидываю в iMovie, склеиваю, монтирую, и у меня все тип-топ. Но если порыться в интернете, хотя не надо этого делать, просто почитайте комментарии к некоторым моим видеороликам на YouTube, и сразу станет понятным, что тип-топ далеко не у всех. У многих в том месте, где два видеокуска склеиваются, возникает запритык, небольшой дефект в звуке и в картинке. Лично у меня ни в картинке, ни в звуке никаких запритыков и дефектов нет. Но это только в том случае, если звук записывается на встроенный микрофон камеры. Но если к этой камере DJI Osmo Action 3 подключить любой радиомикрофон, независимо от производителя и ценовой категории, то в том месте, где склеивается два куска от одного длинного видео, возникает дефект в звуке. Сейчас я буду проводить тесты. На данный момент камера DJI Osmo Action 3 записывает звук на свой встроенный микрофон. Я буду включать музыку, и будет проще потом услышать, есть дефект или нет. Ну а пока я буду разбираться с дроном. На монтаже я очень сильно удивился и даже разочаровался. Видите это место? Это тот самый стык. И если посмотреть на аудиодорожку, я ее уже отделил от видео, то вы видите, здесь есть пустота. То есть доля секунды пропала. Наверное, это не критично, и вот так в жизни не увидишь, не услышишь, но тем не менее очень неожиданно и неприятно. Слушаем еще раз. С дроном. Подключил к той же камере DJI Osmo Action 3 радиомикрофон, причем не какой-то там, а микрофон того же производителя DJI Mic. И, казалось бы, никаких проблем не должно возникать, но они возникают. Включаем музыку. И уже на монтаже буду ловить тот самый момент, где видео прерывается, и буду эти видео склеивать. Ну и дрон. Тут ничего неожиданного. Я знал, что в этом месте, где видео принудительно самой камерой разделено на два видеоролика, возникает запритык в звуке. Давайте послушаем. Ну и дрон. И отделим звук от видео. Отделить. Тут прям видно, что пустоты чуть больше, чем в предыдущем случае. Теперь я подключил внешний проводной микрофон, и насколько я сейчас заметил, обрыв происходит на 5 минут 29 секунд. Я думаю, что в случае с проводом не должно быть никаких проблем, но проверить надо, и мне самому интересно. Включаю музыку. С музыкой будет лучше заметно, есть какой-то дефект или нет. Замолкаю, и сейчас будет обрыв. Ну и в этом случае я уже не удивляюсь, а в очередной раз разочаровываюсь. Тот самый стык, и как в случае с встроенным микрофоном, так и с проводным внешним микрофоном камера записывает с притыком.
И сейчас будет обрыв. Еще раз давайте послушаем. Каю, сейчас будет обрыв. Наверное, вы хотите услышать от меня какие-то комментарии, но мне нечего вам сказать. Вы сами все видели, а главное слышали. В том месте, где камера в одностороннем порядке решает рассоединить видеофайл, который снимается беспрерывно, в звуковой дорожке возникает лаг. И неважно, записывается звук на встроенный микрофон в камеру или на внешний проводной, лаг все равно есть. Возможно, в жизни он не будет так заметен, как мне это заметно, когда я монтирую, но тем не менее косяк есть. И если записывать звук радиомикрофоном, любым беспроводным, этот лаг, он еще более четко выражен. И это уже дефект. И это уже плохо. Очень плохо. Единственное, что радует, то, что в самой картинке вроде как никаких проблем. По крайней мере, я не заметил. Давайте-ка я сейчас вставлю несколько видеороликов с этим принудительным разрывом из своей любительской горнолыжной съемки. Звук будет записываться на встроенный микрофон камеры. Съемка велась в 4К 30 кадров в секунду, угол обзора Super Wave и просто Rocksteady. Не будет никакого визуального обозначения в том, что видеодорожка косячная. Просто смотрите и слушайте. Вообще, рельеф интересный. Ну и как вам? Заметили, увидели, услышали? Вас не корёбит? Лично меня очень сильно корёбит, потому что камера далеко не копеечная. И такие косяки за такую цену, мне кажется, неприемлемо. В завершение, если зайти в настройки камеры, в конвертации видео и переключиться с HEVC на H264, лучше не станет. Станет даже хуже, потому что эти куски станут еще короче. Ну и у меня к вам огромная просьба. Если знаете, как сделать так, чтобы камера DJI Osmo Action 3 не резала длинные видео на мелкие видеоролики, напишите, пожалуйста, в комментарии. А если информация была полезной, обязательно ставьте лайк. С вами был раздробленный на мелкие видеофайлы Бонифаций.